Эксперименты Аша – это серия исследований, демонстрирующих власть конформизма в группах. Их результаты были опубликованы в 1951 году. В ходе экспериментов, проводившихся Соломоном Ашем, студентов просили поучаствовать в проверке зрения. В действительности цель исследования заключалась в проверке реакции одного студента на ошибочное поведение большинства. Как правило, в экспериментах все участники, кроме одного, были актерами. В контрольную группу актеры не входили. Участники, испытуемые и 7 актеров, были усажены в аудитории. Им демонстрировались по порядку 2 карточки. На первой изображена одна вертикальная линия, на второй – 3, только одна из которых такой же длины, что и линия на первой карточке. Задача студентов довольно проста. Необходимо ответить на вопрос, какая из 3 линий на второй карточке имеет такую же длину, что и линия, изображенная на первой карточке. Студенту предстояло просмотреть 18 пар карточек и, соответственно, ответить на 18 вопросов. Каждый раз он отвечал последним в группе. На первые 2 вопроса все дают одинаковые, правильные ответы. Но на 3-м этапе актеры дают один и тот же неправильный ответ, что приводит испытуемого в замешательство. Если испытуемый отвечает правильно, не соглашаясь с мнением большинства, то он испытывает чрезвычайный дискомфорт. Как правило, в каждом эксперименте на 18 вопросов 12 раз все актеры отвечали неправильно, но в некоторых случаях один или несколько подставных участников были проинструктированы отвечать правильно на все 18 вопросов. В итоге 75% испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства, по крайней мере, в одном вопросе. Общая доля ошибочных ответов составила 37%, в то же время в контрольной группе один ошибочный ответ дал только 1 человек из 35. Когда же заговорщики не были единодушны в своем суждении, испытуемые гораздо чаще не соглашались с большинством. Когда независимых испытуемых было 2 или когда один из подставных участников получал задание давать правильные ответы, количество ошибок падало более чем в 4 раза. Когда кто-то из подставных давал неверные ответы, но также не совпадающие с основным, ошибка также сокращалась до 9–12% в зависимости от категоричности третьего мнения. Впоследствии было доказано, что аутичные дети в меньшей степени подвержены влиянию конформизма, чем дети без аутизма.